Надо ли бить тревогу, когда у орхидеи пожелтел лист. И этот лист находится не нижний, как вы видите, вот еще у нее есть один листочек, а в середине. На этот вопрос, я думаю, мы сегодня попробуем с вами ответить и заодно посмотрим, что случилось с орхидеей, что у нее зажелтел так лист. Добрый день, меня зовут Станислав, и вы на канале Орхидеи дома. На канале есть уже несколько видео с подобной проблемой, и каждый раз, насколько я помню, нам всегда приходилось вытаскивать эту орхидею из посадки. Надеюсь, что сегодня нам этого делать не придется, и у нас получится все сделать, провести реанимацию, не вытаскивая ее из горшка. Ну давайте же посмотрим, что у нас будет с этой орхидеей. Ну, для начала, наверное, мы удалим. Он, видите, практически отпал сам сразу. Вот на конце чернота. И мы видим, что такая же чернота у нас и уже на стволике орхидеи. Поэтому скорее всего, что нам придется убирать и вот эти два нижних листочка и смотреть, что же случилось с орхидеей. Конечно, нежелательно, если есть возможность добраться до этой черноты, не вытаскивая орхидею из посадки, то лучше, конечно, будет это сделать, обработку так, конечно. Но если не получается, то, конечно, тогда вытаскиваете орхидею из посадки и пытайтесь ее лечить уже тогда. Ну, сейчас мы посмотрим. Кстати, по поводу корневой. Много раскуклившихся корешков, то есть орхидея хорошо развивалась. Внизу мы тоже видим, вот есть зелененькие. Ну, был недавно полив, и при предыдущем поливе никаких пожелтений я не видел. Но, скорее всего, что примерно неделю назад я обрабатывал орхидеи, не обрабатывал, а удобрял по листу. И, скорее всего, что, возможно, в пазухе, вот как раз в этой, вода не успела просохнуть до окончания светового дня, и скорее всего, что получилась вот такая нехорошая ситуация. Ну давайте сейчас начнем пробовать ее полечить, не вытаскивая из посадки. И если у нас это не будет получаться, то, конечно же, мы ее затем вытащим. Да, придется снимать не только с этой стороны лист, скорее всего, что, но и с другой, так как он как раз этот лист, вы видите, закрывает черноту, которую нам, по всей видимости, придется сегодня чем-то аккуратно срезать. И это место, ну, не будем что-то выдумывать, там, я имею в виду велосипед, а просто-напросто, наверное, обработаем Максимом сегодня. Я, кстати, не успел глянуть, есть ли у меня в наличии Максим, но если что, магазин, в принципе, еще сегодня работает, и я, наверное, успею сбегать в магазин, где продаются у нас такие препараты, как Максим. Так, и вот сейчас
лучше увидим, что же тут у нас с орхидеей. Здесь, конечно, чуть-чуть и вот краешек, где цветонос у нас, какая-то чернота. А с этой стороны, смотрите, явно по стволику вот чернота, которая стала углубляться. И скорее всего, что и этот вот листик, как раз на этом листике эта чернота. Ну, сейчас давайте я начну пробовать срезать эту черноту, и мы посмотрим, останется ли у нас этот листик или нет. Итак, для того, чтобы удалить эту черноту, нам понадобится скальпель. И перед тем, как работать со скальпелем по растению, это у меня здесь спирт находится, мы сначала хорошо протрем, обеззаразим. Вот так вот. Не знаю, как мне сделать правильно, чтобы и не срезать лишнего, и чтобы вы увидели, как если я буду внимание просто обращать вот сюда, срезать, я тогда не буду видеть в объектив, видите ли вы это. Так что если я в некоторых моментах не буду мои действия не будут попадать в кадр, заранее тогда извините. Да, глубоко уже пошла. Я рассчитывал, что мы просто по верхнему листу чуть-чуть снимем, но, к сожалению, я понимаю, что уже оно довольно-таки углубилось. Очень-очень плохо. Да, тонкая работа. Я еще это делаю на весу. Что еще ухудшает мои действия. Ну вот уже смотрите, вроде ткань начинает быть не пораженная. Наша задача главное сейчас убрать именно все то, что уже почернело. Если мы эту всю черноту уберем, то вероятность того, что орхидея дальше будет жить, очень велика. Так, мешает нам там. Так. Вроде бы все идет пока месть хорошо. Сейчас мы еще посмотрим с обратной стороны. Так, ну я посмотрел поближе и вижу, что вот тут вот кусочки черноты нам нужно тоже обязательно убрать. Вот здесь в этом месте
И вот в этом месте, это у нас, по-моему, кусочек вот листочка. Так, давайте с той стороны еще была чернота. Значит, что здесь? Здесь, я думаю, ага, это остатки листочка, который, не знаю, то ли мы оторвали, то ли засох раньше. Так, что это? И с этой стороны, может быть, нам и не придется ничего вырезать. Может, оно все сейчас уберется. Там он и корешочек новый начинал расти. Конечно же, мы его сейчас повредили. Навряд ли он дальше будет расти. Но наша задача сейчас спасти орхидею. А для этого всю черноту нужно зачистить. Так. Ну вот еще здесь кусочек черноты над цветоносом. Ага, вот видите, убрали. Хорошо все получается. И я думаю, что орхидея будет жить. Так, и еще остается вон маленький кусочек черноты. Не знаю, как его не убрать, чтобы и вам было видно. Ну, это, да, это сухие, получается, остатки листьев. Но наша задача была убрать всю гниль, для того, чтобы эта гниль не распространялась дальше. И с этой задачей, я думаю, что мы справились. Сейчас я еще немножко пройдусь вот так вот по этой черноте, которую мы чистили. Вот так вот как бы сошкребу. И перейдем сейчас уже к обработке Максимом. Так, ну, пожалуй, последний, так скажем, штрих вот здесь вот. С одной стороны и с другой. Все у нас получилось. И теперь дело за Максимом. Так, Максим у меня оказался. И сейчас я вот так вот все места, которые мы только что обрезали, обработаем Максимом. Кто не знает, что такое Максим, это такой фунгицид. Им можно пользоваться как системно, так и контактно. Контактно это вот сейчас мы используем его. А системно есть на пачке инструкция по поводу применения. Можно разбавить его с водой по инструкции
И очень многие, не только орхолюбители, но и огородники используют этот препарат, этот фунгицид в борьбе с болезнями. Корешки старайтесь по возможности не трогать, не обрабатывать. Понятно, что там те, которые маленькие, в любом случае на них, конечно, попадет. Но мы те корешки повредили крепко, и когда срезали всю черноту, поэтому как бы они навряд ли восстановятся и начнут расти. А вот те корешки, которые большие, хорошие, вот эти, конечно, старайтесь, чтобы Максим их крепко не пожег, то есть чтобы они не попадали. Вернее, Максим, чтобы не попадал на корешки. Ну и еще раз я сейчас кисточку промокнул. Вот более так обильно. И вот даже намного выше здесь вот по листочку. Здесь ничего страшного. Можно будет и сверху. И что, цветонос в принципе можно, наверное, не отрезать. Никаких признаков того, что здесь проклюнется какая-нибудь почка, на данный момент нету. Но если вдруг у вас, не дай бог, случится такая ситуация, и на цветоносе будет какая-то почка, уже такая набухшая, которая может уже проклюнуться и начать расти, то ли цветонос, то ли детка, то такой цветонос, конечно, лучше всего обрезать, удалить его. Потому что орхидея все свои силы направит не на лечение и выживание, а на то, чтобы дать продолжение своего рода, так сказать. Или это будет детка, или это будет цветонос, на котором будут цветки, которые могут опылиться и после опыления дать семена. То есть в любом случае орхидея свои силы направит не на выздоровление, а на продолжение рода. Ну, так уж природой создано, что продление рода прежде всего. Ну вот, обошлись мы, не вытаскивая орхидею из посадки. Очень аккуратные будут теперь в этой посадке поливы. Значит, как вы видите, орхидея, я говорил, полита, и вот у нее нижние корешки темно-зеленые. В любом случае полив мы менять не будем. И полив будет у нас проводиться только после того, когда вот эти темно-зеленые корешки у нас станут вот такого цвета. Ну что, надеюсь, что у нас сегодня все прошло удачно. Давайте я вам еще раз поближе вот так вот постараюсь показать то место, с которым нам пришлось сегодня работать. Все оно прекрасно обработано. Никакой черноты, надеюсь, мы все убрали и мы не наблюдаем. И вроде бы все срезы, которые мы делали, вроде бы мы обработали фунгицидом. Ну что, если видео вам понравилось, надеюсь на ваши лайки, комментарии, отзывы. Пишите, кто сталкивался с такой ситуацией, как обрабатывали и какими препаратами пользовались вы. Ну, а на сегодня, пожалуй, и все. Конечно же, заходите на канал Орхидеи дома снова и снова. И на сегодня всем пока.